Ты ворвался в жизнь мою нежданно, изменил мою реальность. Мысли мерцают, на сердце вспышки, любовь без передышки. Все начиналось как невинный флирт, а теперь пусть без тебя мой мир. Ты волшебный, ты с другой планеты. Ты из моей мечты. О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку. И точка, и точка. О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку. И точка, и точка. Ты Джонни Депп и Брэд Питт в одном флаконе. Как самый лучший ты записан в телефоне. И ты волшебный, ты с другой планеты. Я на все вопросы в тебе нашла ответы. О боже, какой мужчина! We on Team Xbox live for this exact moment. О боже, какой мужчина! So let's jump in. О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку. И точка, и точка. О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу. Так, доброе утро. Так, если вы не поняли, это было маленькое лирическое вступление. У меня пока еще качается архив. Сейчас я камеру включу. Здрасте. Так, ага, 99%. Видимо, она сейчас сшивается. Привет, как спортзал, видите? Я даже помылся. Смотрите, я прям красивый. Красивый, замечательный. Ну, чтобы вы не обольщались, в спортзале я не делаю чего-то такого сверхъестественного, просто хожу двигаться. Как это? Группа здоровья для тех, кому за 80. Я примерно как Фил Спенсер. Какие у меня там мускулы-то? Где вы тут их видели? Господи. Ладно, уже почти докачалось. Сшивается видос. И я пользую некоторые программы для скачивания видеоархива, чтобы их потом можно было проще и лучше смотреть. Так. Да, сегодня недолго. Сегодня наша задача это посмотреть Nintendo и немножко Namco Bandai, что-то, так сказать, завершить. И, возможно, что-то между шоу было. Так. И где? Блин, все еще не происходит. Ладно, включу какую-нибудь музяку. Чтобы было... Так, 4%. Хорошо. Так, там все еще упаковывается. Так, ну что, как у вас дела? Как вы пережили эту неделю? Что у вас в жизни происходит, помимо видеоигр? Дороллеры.
Вот хоть видеоигры произошли. Я все еще продолжаю играть в Demon's Souls и вполне себя хорошо чувствую. Помогите. Не пережили? Как ты так-то был уверен? Как у тебя там после переезда? Нормально все? Устаканилось? Вещи-то распаковали или до сих пор в главной комнате стоят коробки по углам, об которые все постоянно спотыкаются, и ты себе обещаешь: завтра я это уберу, и так уже 3 недели, а потом год. Потому что нет никаких сил. Стоит и так хорошо. Ты превосходишь мои ожидания. В прошлое воскресенье распаковали остатки. Жесть какая. Тут огромный дракон таки первал киллстрик по боссам, он просто ваншотл. Огромный — это который после демона огненного, да? Но я вчера убил тетеньку с книжкой, которая летала по церкви и крушила мебель. Оказалось, что я пошел по изи-моду, потому что я убил какого-то хмыря сверху кастующего. В котором баллистами? Ну да, я об него тоже помучился, пока понял, как это работает. Иначе было непонятно. Так, а почему я сижу? Вон, давайте я лучше вот так вот буду сидеть, пока оно все еще качается. Камеру центруем. Оп. Фокус. Фокус. Хорошо. Ну, так просто если я... Почему я пошел по изи-моду? Это так случайно получилось, я даже не знал, что это так происходит. Я просто, когда вижу огромную здоровую дверь в конце лестницы, я сразу понимаю, что там, сука, босс, и надо вокруг еще, если игра тебя пускает еще куда-то пройти, надо пошариться вокруг. Нет, Demon's Souls просто великая игра. Я прям с нетерпением жду Elden Ring. Для меня вообще на этой презентации, по сути, это единственный трейлер, который вызвал у меня настоящие живые эмоции, скажем так. Привет, Пихтенко, да. Here we go again. Так, а если еще вспомнить, что у меня еще эмоции вызвало? Блин, так уж ты и не вспомнишь. Так, чтобы у меня, чтобы яйца прям вжались, это был, конечно, Elden Ring. Как ощущение после перерыва? Какого перерыва? Все болит, отвалится или окей? Так я уже недели 3 хожу. Перерыв-то уже закончился. В первый день было, конечно, от сатаны в спортзале, когда я пошел, сделал свою обычную программу, еле доковылял до дома, а на следующее утро я на горшок сесть не мог, потому что когда садишься, прям все болит абсолютно. А во всем виноваты Cradle Games, да, если бы не они, то бы точно по своей воле не пошел играть в Souls. Абсолютно, Лерой. Во всем виноват. Еще, кстати, да, опять 5-минутка рекламы. Если не изменяет память, мы еще все продолжаем раздавать на Гоге, на gog.com. Если зайти, да, мы раздаем Hellpoint, и эта раздача закончится
через 2,5 часа. Так что если кто не забрал Hellpoint на Гоге, те сами виноваты. Это наш Souls-like. Это та игра, из-за которой я начал разбираться в жанре и попался как кот в мышеловку. Нет, тренера я не хочу брать. Я не то, чтобы у меня есть какая-то задача что-то накачать или что-то. У меня задача из-за того, что я сижу всю неделю за компьютером. Основная задача это просто подвигаться. У меня, кстати, как начал снова ходить, у меня перестала шея трещать. У меня же этот... дед про свои болячки. Классика. Так, там у меня закончилось? Нет, все еще продолжает паковаться. Скачиваться. Перестало в шее прямо скрипеть, все трещать и болеть. Так что движение — это жизнь, ребятки. Да блин, во сколько ты будешь запаковываться? Ну да, я понимаю ценность тренера, что любая деятельность вообще должна быть связана с профессионалом, но я что-то не люблю тренеров. Ну так у меня какая-то личная это неприязнь. Будет стоять дядька или тетка и говорить мне, что делать. Фу. Опять почему-то. Вот зачем, чтобы тебе это? Ну, для того, чтобы страдать. У меня на свече пыли. Кстати, да. Сейчас. Вот вам мой свич. Так. Видите? Действительно слой пыли. Вот так вот выглядит мой свич вообще. Так, ну-ка, хоть его достану ради уважения к презентации предстоящей. Включу, что ли? Ты смотри, работает еще курилка. Да, и пойди при переезде протер. Смотрите, что у меня там установлено. Это, ой. Все видеоигры — это Diablo и YouTube. Еще демо Speedrunners. Зачем-то Warframe там стоит, который я один раз запускал. Ну и там наш Dauntless там и наши игры. Еще в Doom я играл. Вот я Doom проходил. Периодически это делаю. Включай прям на нем призу. Нет. И вот, кстати, у меня вот такая вот штука с гриппами, чтобы было удобнее держать. Сейчас. Раз. Такой чехольчик. Он, кстати, нормально в чехол вылезает. Да, это, конечно, позор. Это прямо вот... Сейчас чихать начну от пыли. Ну, может быть, я прям увижу игру года и все-таки начну играть на свече. Нет, конечно. Да, на свече есть все части Дума, и они там работают прекрасно. Ну как прекрасно? Помните знаменитая проблема, то, что когда они привязали, зачем-то квартирующая компания выпустила Doom, в котором, если отваливался онлайн, игра тебе каждую, там, не знаю, 10 секунд вываливала сообщение, что, чуваки, вы в офлайне. И представьте себе, в Думе каждые 10 секунд у вас вываливается поп-ап сообщение, которое нужно подтвердить. Это было вообще отвратительно. Так, блин, это 9-часовое видео, оно долго пакуется. У меня где-то в Твиттере было это
Это видео. Сейчас найду. Может быть, даже покажу. Так, Doom. От этих пользователей. Окей, я не туда смотрел. Как-нибудь Switch. Не могу найти это видео. Видео. Может быть, я по-русски писал Doom? Нет. Нашел. По слову Bethesda. Вот сейчас я вам покажу. Сейчас как это выглядело. Disconnected from туда-сюда. И вот как-то так все это происходит. Потом, конечно, было ругательство на компанию жуткое вообще в соцмедиа за вот это безобразие. Они там обязали всех заходить в свой аккаунт, и от этого было очень больно. Блин, да что ж ты так долго делаешь? Чертила. Извините, что такое долгое вступление из-за вот этого безобразия, а то хоть поговорить можно. Темп. 17.6. Окей. Оно, видимо, сшивает звук. Окей, осталось процентов 10. Значит, еще минут 5. Почему никак этот процесс не устроить? Потому что я это делаю на HDD. У меня до сих пор в компьютере стоит жесткий диск, представляете? Который я купил. Ему лет 10, наверное, до сих пор работает. Пора его на SSD заменить. Блин, он работает, на нем у меня такая файлосвалка. Надо бы купить... не знаю, он 2 терабайтный, но мне столько не нужно. Хотя нет, у меня как раз терабайт на нем и забит. Терабайтный у меня есть под игры, а вот под файлопомойку и под всякие там, не знаю, там у меня находятся, не знаю, Google Drive, там Dropbox, всякое такое, какие-то бэкапы, какие-то рабочие видеофайлы. То есть он такой для больших файлов, для которых не требуется большая скорость. Но вот когда, блин, надо, оно происходит не очень быстро. Да, у меня обычные саташные SSD. Тогда, когда я покупал SSD себе, M2 еще не был. 24. Все, сейчас, наверное, закончится. Осталась минутка. Все, готово. Ну что, поехали.
Ну что, вы об этом не просили, а я... Так, нет, это... А почему он... он еще... понятно, он еще и порезал это. Подожди, что за парт 2? А это что? Это что за файл? Окей, странно, почему он называется день 3. Ну ладно, неважно. Так. Так, давайте посмотрим, что здесь происходит. Все, погнали. Ну что, я, естественно, вчера в Твиттер... вот еще, кстати, чтобы особо не шмыгать, купил еще антиаллергенный насальный спрей. Жена вчера принесла. Возможно, работает. Так, погнали. Да, первый должен быть Nintendo, но сначала мы немножко вступление посмотрим. Может, там что-нибудь интересное скажут. Полетел геймпад. У меня примерно такое каждый раз чувство, когда я запускаю видеоигры. Так, ну мы это все видели. Обком видели. Гирбокс, кстати, не смотрели. Но говорят, там вообще ничего не было. То есть от слова совсем. И Ryzen это вообще непонятно. Razer, ладно, еще. Маску показали. О, боже мой, сколько всего. What's up, everybody, and welcome to E3 Live from Los Angeles, California. It's the final day of presentations, and we will have every last keynote address here for you in our show. Опять большую женщину привезли. I am joined by one of my co-hosts, Jackie Jing. Jackie. Так, ладно. I just don't want it to end, and honestly, fun ahead. Ой, вот это смех. Thank God you're here, not Golden Boy, because he stinks. No, we've had a great time here. The media panel's been great, and yeah, it's that thing of it's gone in the blink of an eye. fun ahead. Надо вырезать. What's Okay, Back for Blood, Halo Sure. Infinite, You know, I have such fanning out the entire right now. And then now of your own is all throughout the event. А что это была за история вчера, что Nintendo забыла, запретила вообще бродкастить свой ивент, кроме как сертифицированным? Я понимаю, что Nintendo, она в своем стиле абсолютно. yeah, you know, they're playing that Madden version that they're talking about. Yes, and it's part of it. As we talked about the mayor of Elden that, you know, on day one of E3, we talked about the... Ага, вот. Окей. То есть... сейчас я это себе сохраню, чтобы у меня это было. The mayor of LA coming in and saying, hey, guess what? То есть от Nintendo... Ой, как оно долго, до Namco, до Bandai еще надо прорываться.
next year, E3's back We're in LA. back, But yes. again, let's not look that far into the future. Let's look into the future of today. Sorry, I'm getting sappy. You can look at today's schedule right here at 9 a.m. Pacific. That's right, ladies and gentlemen. In just about 25 minutes, Nintendo takes the stage. At 2:25, we have Bandai Namco presents House of Ashes. The Dark Pictures anthology I'm rolls so on. excited for that. О, Dark Pictures покажут, окей, это можно посмотреть. It's GameSpot with Lucy and Хотя мы это уже видели. do their presentation of a bunch of stuff. Your fan, the anticipation. Yeah, right. That's why no one is around me. They cannot get enough of this odor that I am protruding from my body. So we got final day of action here at E3, guys, and you know we are Пошутил, что он воняет. Couple new Far Cry. Just let me know that as the Так, ну кто эти люди? Ладно, погнали. That was a big surprise for me. Yakuza. I gotta give a shout out to my boy. If I could make music for a game, it'd be Animal Crossing for sure. KK. Of E3 with charity live streams the following week. Play for All is our yearly online event that combines the excitement and announcements of E3 with charity live streams the following week with Тим lots of Свини был. special guests who are going to help us raise money for able gamers. So join us in June for E3 and Play for All on GameSpot.com, YouTube.com/GameSpot, Twitch.tv/GameSpot, and as a part of На GameSpot будет Тим Свини. See you then. What's up, everyone? I'm Stella Chung, and in today's fix, you gotta catch 'em all to beat Elden Ring, a closer story out. Так, ладно. Naturally, Elden Ring will feature a lot of gameplay and art elements from software fans have come to find familiar after titles like Dark Souls and Bloodborne. Tough combat, horrifying boss battles, and bitter losses. But there's a new element that's got everyone talking, and it bears a striking resemblance to a game you've rarely heard mentioned in the same paragraph. Зачем тебе Галенкин? In a lengthy interview, Ты его почти каждую неделю видишь, said that players will кроме лета. summon the spirits of deceased enemies and use them as allies in battles. This will likely remind you of the ability to summon friendlies in Bloodborne using beckoning bells. But instead of Блин, какие вайбы у меня от Bloodborne вообще. experience, it looks like beating bad guys, then calling them into battle will be a core mechanic of the single-player Elden Ring experience. If you've already watched the Elden Ring trailer, then you've seen these spirit summons in action. But the blue ghosts that accompany the player are not co-op partners as many thought, but instead new collectible summons. You'll collect many different enemy spirits as you journey through the lands between. According to Miyazaki, these spirit summons we feel like, as well as there being a large variety to them, they're a nice collectible hidden element within the game world to discover and to equip as you go. They offer a lot of different strategic options, but also the player might find that they just like a certain enemy tagging along with them. So there's a lot of strategic and a lot of personal touch to these summons. And in case you were worried, Miyazaki confirmed that this new mechanic doesn't impinge on the old ones, adding, and of course in Elden Ring you will be able to summon fellow players for cooperative play. Are you excited to see a roster of summons come to Elden Ring? Блин, сейчас бы Elden Ring в кооперативе проходить, а не страдать. Promises to be From Software's biggest and most open map yet. According to Miyazaki, the sense of scale shown off in the trailer wasn't just for cinematic effect, but will be the core pillar of Elden Ring's design. The Lands Between was actually a name that was invented by George R.R. Martin himself when he was coming up for the impetus for the world and writing its history and its deep mythos, says Miyazaki. The Lands Between is made up of 6 major areas, each of which is the domain of a demigod character. Miyazaki says that it will be apparent there is an order to how players can tackle these 6 areas, but you don't have to follow it. The design of Elden Ring seemingly blends a bit of Demon Souls, То есть нелинейная. as well as the vast interconnected Bloodborne style of map. Miyazaki says you won't be able to access everything from the start, but there are a lot of different ways you can approach each area, and there's a lot of freedom as to which order you tackle different areas as well. Блин, Each очень of these круто. areas will house its own mainline dungeon map, which seamlessly connects to the Lands Between. There's even a hub, not unlike Dark Souls' Firelink Shrine, which players can branch out from that can be accessed a little later in the game. Beyond the main dungeons of the 6 domains, there's also a wide variety of catacombs and castles and fortresses, which are interspersed throughout the map. In all, it looks like the developers are striving to develop a sense of exploration and freedom while maintaining the labyrinth-like designs full of secret shortcuts and dead ends that have become a core part of the Soulsborne experience. Of course, the Lands Between and the entire Elden Ring story were crafted by George R.R. Martin of Game of Thrones fame, and fans may be happy to hear that he's reportedly brought a new sense of character and drama to the From Software universe. In the past, Soulsborne games have delivered their plots in a piecemeal fashion that instilled a deep sense of mystery, and while director Hidetaka Miyazaki promises that a, quote, very mysterious and very ethereal quality was maintained... Так, Пачпарту, не спи, я тут впитываю информацию об игре, которую я буду играть в следующем году.
As for the plot itself, it centers around the titular Elden Ring and its offshoot, the Urge Tree, which once provided blessings to people all across the land. But over time, the group started to lose those blessings, becoming known as the Tarnished. They were banished, living outside the land. А там предзаказ, кстати, появился уже или нет? Moment when the Elden Ring was shattered and blessings were returned to the Tarnished. At the time Elden Ring is set, the Tarnished are now making their way back to their ancestral homeland with the players. Martin also specifically provided character development for many of Elden Ring's bosses. Хорошо. He tells us that these characters consist of various demigods and other powerful beings who inherited the power of the Elden Ring. Не, ну мы-то все на ПК будем брать. Это как это... К бабке не ходи. In other words, a From Software game. Now that you're all caught up on the story, the world, and the gameplay of Elden Ring, make sure to check out IGN.com for even more on the much anticipated daily for Ладно, все, погнали. Так, потного мужика сменили, я так понимаю. Хорошо. Так, 6 минут до Nintendo. You mentioned that game, yeah. But believe it or not, this Ну чё, погнали? Nintendo Direct. То, ради чего мы здесь собрались. Сегодня, а не вчера. Ну вот честно пишут, что из-за ковида все даты, которые закоммитили, могут перенестись. Alright. Hello everyone. I'm Shin Takahashi, and I'll be your guide for today's Nintendo Direct. Hello, I'm Yoshiaki Koizumi, and I'll be your guide as well. The Nintendo Switch system is now in its 5th year, and many people around the world are playing games on it. Nintendo Switch is being enjoyed by a wide range of players spanning all ages and all levels of gaming experience. Thank you all very much. We've been able to offer a wide variety of games on the system, not just from Nintendo, but also from our many По-моему, звук отстает. partners. I hope that each of you watching this Nintendo Direct will Ну, в смысле, звук не... your personal tastes. Не того, кто переозвучивает, а человека, который... And we'll be focusing on который на экране. releasing this year. We hope you enjoy it. Okay, to begin, please take a look at this video. Блин, на целую полсекунды где-то. Таблетки я, кстати, сегодня выпил. Если бы я не выпил сегодня свои антиаллергенные таблетки, я бы это... Так, это трал. Козуля. Блин, а почему звук настолько отстает? Жесть, конечно. Ну ладно. Он что, сюда всех приносит, что ли? Вот это у него ритуал. А, в плеере, да, можно корректировать отставание. Это надо... Это интересно, можно сделать сейчас? Фильтры... Аудиотрак. Аудио таймшифт. Окей. В миллисекундах.
Вроде бы они пофиксили это, теперь посмотрим. Hello, I'm Masahiro Sakurai from Sora Limited and the director of the Super Smash Bros. Ultimate game. Kazuya Mishima from the fighting game series Tekken will join the battle. Surprise! I'll go over the details at a Surprise, later date, so motherfucker. please sit tight. For today, though, Smash Не, Bros. ну Tekken мне не интересен. Трейлер был веселый. Ну, Nintendo, конечно, на своей волне, как обычно. No, it's Super Smash Bros. Ultimate. I'll talk about the fighter more in a future presentation. We still have to record it first, actually. Please stay. Thank you, Mr. Sakurai. New fighter Kazuya will join the fight. Говоришь, есть хоткей? Please look forward to seeing how Kazuya, who has experienced many harsh battles across the Tekken series, will fight in this game. All right, let's continue with our first batch of Nintendo Switch headlines. Your choices matter. Так это и не Tekken, тем более вообще. Для меня все файтеры это Tekken, извините. Это Life is Strange? Как я угадал? А, это то, что они на Nintendo Switch будут создаваться? Круто. Life is Strange True Colors launches on Nintendo Switch September 10 сентября. and Life is Strange Remastered Collection comes to Nintendo Switch later this year. There's something for everyone on the Nintendo Switch system. Для всех? Даже для меня? О, нет. О, нет. До свидания. А, стоп. О. Worms это для меня. Ну ладно. The fantastical realm of Orcanon awaits. As you explore this fully hand-painted world, you'll customize a team of demigods and unleash devastating attacks and captivating turn-based combat. Astria Ascending launches on Nintendo Ой, вот Switch. это женщины вообще. Return to the funny, charming, and Это quirky Point Campus, но он еще и на Nintendo Switch. Ладно, мы этот трейлер даже видели. A beloved series rolls into its 20th anniversary this year. Так говорил Заратустра. Бля. Привет, Хавичеви. Окей. А, и, кстати, звук перестал отставать. А, и звук отстает только на том, где мужики говорят. Или уже прям пофиксили. Go Bananas wins Super Monkey Ball Banana Mania rolls on Okay. Nintendo Switch October 5th. It's a blast from parties past, and you're invited. Ready for another round of Mario Нет, я не в первый раз Директ смотрю. Во второй. It's a По superstar четвертому. collection of Mario Party boards and minigames. Но это каждый раз унизительно. On 5 Потому что я в таких играх, в играх Nintendo вообще ничего не понимаю. and Spaceland. Они вообще на своей волне, своя аудитория, свои покупатели, она вообще никак в мою картину мира не вписывается.
next blocks. And give facelifts? In hilarious over-the-top minigames, all of which support button controls. With 100 minigames from the Mario Party series catalog, you'll have a blast in this all-star fun fest. Here's a little party favor. All game modes work with online play. Even if you're partying solo, you can randomly match with other partygoers worldwide. Playing a board game online with friends? Save your progress mid-game, grab a snack, then resume the festivities. Stickers are also available to communicate with others. It's time to party in Mario Party Superstars, launching on the Nintendo Switch system. Выходит почти на мой день рождения, ничего себе. Begin today on Nintendo eShop. What did you think? Before we show this next trailer, I'd like to say one thing. Currently, we're working hard on the latest game in the Metroid Prime series, Metroid Prime. Нужна игра с Battle Pass'ом на свитче. Есть, там Fortnite есть, прикинь, по порту, а я в него не играю. Прикинь, я не играю в игру с Battle Pass'ом на свитче. И это Fortnite. Да, отставание поправили, но оно есть только на диалогах с мужчинами в костюмах. На трейлерах вроде нет. Так что не буду мучиться. Это особенности локализации, видимо. А, нет, тут все равно отставание есть. А, пофиг. Мозг компенсирует. Боже, какая хрень. А вот это actual геймплей. Ладно. Какой страх. Metroid Dread. Ух ты, он его не заметил. Как так? Давайте еще раз напишем. Вообще удивительно, конечно, про платформы. Люди с брендами могут себе позволить делать до сих пор платформеры. А вот когда видишь очередной инди-платформер, становится немного грустно. As the name Dread implies, this is a Metroid game with a new feel, showcasing a variety of threats that Samus will encounter. It's scheduled to be long. Ладно, это все понятно. These familiar franchises are back on Nintendo Switch. Get ready to get down in the latest Just Dance game. А как Just Dance на свитче работает? Ты должен джойкон в руке держать или что? Там же камеры вроде нету для Nintendo Switch'а. Или ты просто повторяешь движение, и игра как-то понимает. Просто на твои ритмичные движения считывает. Ух ты, целых 3 да в чате, ничего себе. О, пиксели. Только Just Dance с мобильником вместо камер. Я просто никогда не играл в Just Dance без камеры.
Relive the story of Goku and other Z fighters through Спасибо, что просветили. action RPG. Но в этом году я точно под PS5 буду Just Dance покупать. By Vegeta and Nappa. Frieza, take a stand against the evil Emperor. Cell, battle the androids in a fight to the death. Majin Buu, an epic showdown with the most fearsome foe. Ура, аниме. Along with the main story, you can explore the vast world of Dragon Ball Z. Hey, why not help out the locals? Or collect ingredients for delicious meals. You could always train to acquire new skills, too. There are lots of things to keep you busy. The boss battle Анонсировали ли новый Nintendo Switch? Да вроде и нет. also included. Dragon Ball Z. Все ждали. Plus, a new Power Awakens set punches its way onto Nintendo Switch September 24th. Нормальные игры, не эти ваши соусы. Не, ты сейчас. Соус в моем сердечке. Все. The Mario Golf Super Rush game launches soon. Here's a quick glimpse. Нет, я в Ring Fit не играл. У меня Switch вообще пылится. Take your time to read the wind and terrain on the greens. Nice shot. Hit different types of shots and aim for under par. Nice birdie. Speed golf. Smack your ball, then chase after it. Be the first to get your ball in the hole. Outpace your rivals with special dashes and special shots. Ничего себе. Battle golf. Duke it out over 9 flag-marked holes in an obstacle-filled arena. Capture 3 flags to win. Golf adventure. Go from rookie to pro with your Mii character. The golfing challenges that await may surprise you. And here's some news. Free updates are planned for future release, including additional courses and playable characters. The fairway's almost open, so set your tee time and get ready to ace those shots in Mario Golf Super Rush, swinging onto the Nintendo Switch system June 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Ready for the ride of a lifetime? Welcome to the vast and vibrant world of Monster Hunter. Monster Hunter. As a rider in this RPG adventure, you'll explore diverse landscapes by riding your Monstie, a monster companion. Gather materials such as honey and ore, then use them to craft items for your journey. Играл бы Mario Golf, если бы он не 5400 стоил. Да, цены на игры Nintendo это привет. Сказал человек, который купил игру на 12 часов за 6000 на PlayStation 5. Но это были веселые 12 часов. Кроме финального босса. Это я про Ratchet & Clank. Ладно, мотаем. Это мы уже видели 5 раз за конференцию. Did you miss me? Hey, what do you mean? Who am I? It's a me, Wario. Wario. It's finally ready. A brand new game from my company. Check it out. You get to control me. Time to do this. Look at Это точно видеоигра? rats. Check out these chumps. They came back and they have wonderful new talents. Throw that stick thing. Not so bad. Use the spinny whatchamacallit. Ha! Nailed it. Same micro game, different abilities. Wah! I almost forgot some big news. 2 people can play together at the same time. So play nice, or else. Eh? Not nice. Блин, надо в это поиграть. You, the one watching this, better get ready for some micro game mayhem. The WarioWare Get It Together game launches exclusively on the Nintendo Switch system September 10th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop.
What you just saw was the trailer for WarioWare! Get it together! In the latest installment of this series, there are new microgames that let you control Wario and his friends. There is also a two-player co-op mode, which greatly... Так, ладно, с этим понятно. As a high school student living in Tokyo, your life is fairly normal. But that reality is upended after you get pulled into a different dimension. О боже. История про... внезапная история про японского школьника. Который становится сверхчеловеком. Where angels and demons reside. Suddenly, С хэви-метал во все поля. mysterious figure gaining the power to fight demons. What lies ahead in this alternate realm? А это мальчик или девочка? Я все вижу, это девочка. Я почему-то думал, что это школьник, а не школьница. Though friendly demons do exist here, many are hostile and will attempt to destroy you. Harness your newfound powers to fight demons using a command-based system. Finding their weak point is key. By targeting it, the number of consecutive actions you can perform in a combo will increase. Though demons are formidable opponents, you may be able to recruit them via negotiations, which begin when you open a conversation with them. Вот это чудеса. If a negotiation is successful, a demon will become a powerful ally. In some cases, by rejecting a demon's request, they may feel motivated and join you as an ally. Demons that do join will fight alongside you and grow stronger. Можно скип... Не, подожди, тут геймплей объясняет, это же самое интересное. Я пытаюсь понять, как это работает. The newly fused demon's innate abilities will vary, granting you a powerful ally, customized to your needs and playstyle. Ну, слушайте, это даже интересно. Challenge the many demons roaming this post-apocalyptic world. Мне просто обидно, что игры очень всрато выглядят. Концепция интересная, персонажи интересные, а сама игра выглядит очень всрато по текущим меркам. Возможно, это отдельный тренд делать такие игры. Но она выглядит как игра, не знаю, с PlayStation 2 примерно. Ну ладно, PlayStation 3. А это уже было 10 лет назад. Shin Megami Tensei 5 from Atlas. This is the newest game in the series. Please look forward to future updates. Let's see a few more Nintendo Switch headlines. Это не всрато, это по-японски. Буду знать. Celebrate 10 years of Danganronpa. Буду говорить тогда друзьям, ты сегодня выглядишь по-японски. Они будут радоваться, а я буду смеяться. Что за медвежуть? Понятно. 3 games in the deadly Danganronpa series are coming to Nintendo Switch. I am this school. Monokuma, the self-proclaimed school headmaster, has trapped you and other high school students in a game of literal life and death. Unfortunately, the only way out of the school and this lethal game is to betray the other students. And so it begins. A body has been discovered. When a student meets their demise, a class trial will take place to reveal the culprit. You're the culprit, aren't you, Mew? Tanya, I had no idea. Блин, надо когда-нибудь в одну из таких игр поиграть, чтобы понять, в чем радость. Но если вы увидите меня играющего в такие игры, все-таки
Справьтесь у родственников, все ли со мной в порядке. From Danganronpa V3 Killing Harmony has been expanded into a standalone game. Danganronpa S Ultimate Summer Camp. An all-star cast of characters from the Danganronpa series. Нет, в персону не играл. Так, ладно. All 4 games will also be individually available on Nintendo eShop. We hope you're not afraid of ghosts. Визуальные. Да, давайте в визуальные новеллы играть. Я только устану читать через 15 минут, и будет скучно. In this horror adventure game, you'll uncover the mysteries surrounding the ethereal but deadly Mount Hikami, believed to be at the center of many disappearances. Ghosts frequent this mountain. Your only defense is a camera that can repel and cast them out. Опять про фотографа. Face your fears as you explore a variety of unsettling locations. This spine-chilling story features various protagonists, letting you experience the game from different perspectives. New costumes and photo modes are included in this version. Can you investigate Mount Hikami and stay alive? Fatal Frame, Maiden of Black Water, creeps onto Nintendo Switch this year. Creepypasta the game. These games and DLC are coming soon. Some even today. Это же Doom. Your war is not over. Raise hell in the first campaign expansion for Doom Eternal, The Ancient Gods Part 1. Deeper and more. Блин, кстати, скоро выходит патч с RTX, надо поиграть будет хотя бы в Doom Eternal, дать ему второй шанс. The fate of the cosmos is in your hands. Get slaying when this campaign expansion launches on Nintendo Switch later today. Get ramped up for 2 iconic skateboarding games fully remastered. Так, Тони Хок мне не интересен. О, это что такое? The Witch Queen has risen from the dead, and only one group of heroes can stop her. The Strange Brigade. In this thrilling adventure, you'll blast through an army of mummified monstrosities while solving puzzles in booby-trapped dungeons. О, ничего себе, вот это пазл, как в Биошоке. Adventurers in local wireless co-op and online play. Expect the unexpected when Strange Brigade launches on Nintendo Switch later today. It's a new adventure of cosmic proportions. Так, ну это мы видели уже на Ubisoft. Так это мы его показывали 15 минут. О! Танчики. Я так понимаю, это против другого игрока, когда ты с 2 геймпадами играешь? Play the first 2 Advance Wars campaigns and Advance Wars 1+2 Reboot Camp, marching on to Nintendo Switch this holiday. А, против компьютера? Today on Nintendo eShop. How is everything? All right. This next segment Нормально is the всё. last announcement of the day. Please take a look. Hyrule Warriors. О, жесть какая.
Ничего себе, сколько врагов. На коницикле катается. Hello there. I'm Eiji Aonuma, producer of the Legend of Zelda series. What you've just seen is a trailer for the first wave of DLC for the Hyrule Warriors Age of Calamity expansion pass from Koei Tecmo Games. It will follow Link and his allies through more battles that took place 100 years prior to the events of the Legend of Zelda Breath Да, of у the Wild. Nintendo You'll look forward to it. стиль всех презентаций с годами абсолютно не меняется. Они делают все абсолютно так же, как и в прошлом Nintendo Direct, позапрошлом и так далее. Хорошо, что они не затягивают с трейлерами, даже если у них есть у игры какой-то огромный трейлер, они это вырезают к чертовой бабушке. И тебе очень быстро показывают все, чтобы ты не успел заскучать. Это очень хорошо. Не, формат презентации прям великолепный. Вне зависимости от того, буду я в эти игры играть, и скорее всего нет. Why did a woman named Zelda become the legend for future generations? These will all be unraveled in this game. We hope you're looking forward to The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Подожди, а ее разве на прошлом директе не показывали? What the fuck? Here's a little something you might like. This is a Game & Watch system that lets you play 3 games in the Legend of Zelda series. This year, the original Legend of Zelda game reaches its 35th anniversary. While we don't have any campaigns or other Nintendo Switch games planned, we've been working on this Game & Watch system. Ух ты, да, действительно, Switch Pro, который мы заслужили. Reflect fondly on the earliest days of the Legend of Zelda. It will come with the first game in the series, The Legend of Zelda. А зачем они хардвар под это выпускают отдельный? And the Game Boy version of The Legend of Zelda Link's Awakening game, as well as a special version of the Game & Watch title Vermin, starring Link as the playable character. So that's 4 games on one system, from longer... О, ничего себе, выгодное предложение. 4 игры на одной системе. Надо брать. In addition, regarding the watch functionality for the Game & Watch system, we've added a playable clock based on The Legend of Zelda, and an interactive timer themed after Zelda 2: The Adventure of Link. You can play with both of them by taking control of Link. We hope you'll enjoy playing this Game & Watch system whenever... 12 ноября. All right, here's the last thing we have to show you. This is the sequel to The Legend of Zelda Breath of the Wild. 2 years have passed since we first announced this game, and we've been unable to share anything with you in that time. However, development has been steadily progressing. For today, we've prepared some new footage to show a bit more of the game. Please take a look. Новая Зельда. Блин, они продадут ее всем абсолютно. Какой там сейчас инсталл-бейс у Свитча? 80 миллионов, 90 миллионов. Это что за хрень? Летающий город.
Это все? Ну ладно. Зельда в Награнде, ага. С летающими островами. So, what did you think? This time around, the setting for the adventure has been expanded to include the skies above Hyrule. We'd like to ask you to wait a bit longer. We're aiming for a 2022 release, so I hope you'll look forward to it. Спасибо. Чуть не заснул. How was that? That's all for this Nintendo Direct. We are diligently continuing development on a number of other games we didn't show today. I hope you'll continue looking forward. Но я не думаю, что Зельда может сильно поменяться. Во-первых, это то же самое поколение консолей. Но, может, технологии немножко улучшились. Но визуально ассеты можно использовать дальше. Так, все? From Nintendo of America. And I'm here with Nate Bildorf, who leads our Treehouse team. As you know, at Что такое Nintendo, Treehouse? it's all about creating experiences that deliver surprises and smiles. And I have to say, I found myself smiling through that entire presentation, thinking about how many unique games we'll be able to Да, похож на Брюса Виллиса. in the weeks and months ahead. Так это он и есть. Was incredible. So many questions. Where do we start? What did you think? Oh, well, Doug, they had me at the first mysterious red tendril 2020 pipe suit. Окей, ладно. But then mode. And Yeah, he's gonna be shooting looking treat. Latte is Yep, suck. Геймплей Метроида, мне это не так интересно. Сейчас помотаю. Use this ability. There's a adds to the tone. Так, понятно. When you get there. Окей, ладно, это расширенные геймплеи, где взрослые дяди и тети играют в игры Nintendo. Хорошо. Give me rain. That you maybe already know from the game. It really draws on a lot of the mechanics. It is content pack, but These really cool scenes like that. and speaking of, I could use my ride right now, which would refill my health and give us the ability to do that cool ride move of our own. Since Kana's going to be waiting a while to do that again, I'm just going to use it now. I'm not going to wait too long. Tool into our offers, and I definitely could use a good RPG right about now. Look at Bowser Sr. here with his slight curve. Just and save this. much power. Go. No downside. So well. And Fantastical is definitely we get a kind of a look at the Сутулая школьница. Let's do fire. Okay. Agi, yeah. Both fire. So I don't know anything about level 48. System might look at that medium tank. Yes. Okay. And even though he goes in, I'm gonna move. Блин, это очень большая презентация. See such different alien creatures. Thank goodness. Said when they popped up that special edition for Metro. Life is Strange. We have talked about it a lot. Or when that rock mon vibes. Emmy. Так, это что такое? Наушники? Так и не понял. Так, это Нортон. 2021. IGN Summer of Gaming is now all summer long. From May Expo with looks at the IGN begins right now. Так, это вся реклама. Oh, hey, is that О! me? Кода Мика? Ладно. Hey, is that E3? Ah, Во поднялась вообще. Кайф. I'm on E3? Oh, it's the camera! Ah! Ow. I'm on E3. Oh my god, what should I do? What should I do? Oh wait, I need to be brand safe. Ninja said he was gonna help me. He's on E3, I think. He's on E3. Okay, I'm gonna call Ninja. Ninja, please be online, Ninja. Okay. Они при помощи дефибриллятора решили возродить ниндзю. Calling Ninja. Oh my god! It's you! Пипец. Holy! При помощи кодемиковского дефибриллятора возрождают бренд ниндзя.
Did you just bleep yourself? Yes! Okay. This is a very family-friendly convention, E3. It is. I am E3, so very excited. So just so I know, for Cody, so you're a new host of G4. That's awesome. Yeah, I'm really excited. Adam Sassler is my master, and I'm his Padawan. Can I fly by some jokes on you? Let me see. Let's go. Okay, I'm ready. okay. This is a really good joke, okay? Okay, I'm ready. Knock, knock. Who's there? Your career just left. Ой, кайф. Так, давайте еще раз посмотрим. Okay, okay. Ой. This is a really good joke, okay? Okay, I'm ready. Knock, knock. Who's there? Your career just left. Sorry, was that too much? Was that too much? What, you're not laughing. What was wrong? Why you gotta go there? These nuts? Got him! Got him! That was good. That's friendly. It's a classic These Nuts joke, right? Classic These Nuts joke, right? You gotta hit me with the Sugma, Yeah. the Ligma, okay? The Sugma, the Ligma, and the Она сказала, your career just left. That's a classic. That's a classic Candace. That's a good one. Candace. I every day. Wait, that was probably bad. Okay, never mind. Ninja, I have so many questions for you. Because, well, first, I'm on E3, and as you can tell, I keep having to bleep myself out. I need to learn how to be brand safe. I've seen some of your stuff. Okay. There's a couple things that a parent might hear that's like, Joseph! Okay, hold on. How about Are this? you watching? Okay, wait, how about this? Your parents are virgins. I like it. Because I think that they would laugh at it. Блин, это очень смешно. Not because their spawn is sitting in front of them. Right. That's actually okay. That's good, Okay. right? Yeah, That's yeah. a Rico level comedy. Yeah, exactly. And also, what do kids like these days? Minecraft, Dream. They love Dream. Oh my god, they're obsessed with Dream. Yeah. All those guys, Tubbo, Dream, freaking Tommy in it. I mean, yeah. They could Не, я fart залип. into a microphone and go viral. I can fart. There you go. Farting. О боже. Oh, so that is funny. That's funny. That's funny. That's funny. That was a wet one. Oh my god. Oh my I think god. I just Yikes. Yikes. Let's not talk about that. Let's not talk. Yeah. I haven't even begun to peek. It's coming. Yeah, it's coming. Now. Oh my god, I can't wait. Ой, извините, что я вас заставляю это смотреть. Brand safety. You So think so? you're ready. I'm so ready. Got it. I'm really excited. This is awesome. Miko, you're awesome. If you actually do want a game, I don't know. I'll follow you on Twitter if I don't already, and then just DM me or anything, and we can set something up. Okay? Так, я сейчас пропустил. Это Ланкан подписался? Ланкан, это мы с тобой в Warcraft не играли разве? Эдак лет 10 назад. Should I do that again? Was that too much? Если это ты. Если это ты, привет. Если это не ты, тоже привет. Но с меньшей степени. Willingly to work with Code Miko. To be fair, when I signed with G4, I did not know that she would be employed, but yes. Да, это тот Ланкан. Здорово. Сколько Лен, сколько Зин. Где ты меня откопал? Какой лопатой вообще? Твичевской лопатой. Да не то, что я популярный стример. Совсем не популярный. Я просто... Это мое хобби.
I can't wait to do. Tell us, Greg. Get to my PC and go to Steam. If you go to Steam right now, you'll find on the very front page an E3 link. There it is. You click on it, and guess what? You get to see each and every game we've talked about, showcase, had anything to do with during our 4 days here. Of course, you can wish list. К сожалению, стример, да-да-да. По четверту. Вот по четверту меня знает. Go get to the rescue right there. Click on that. That's the one. They need you. Fallen Aces. Click on that. Ладно, все понятно. No, it's like it is about kind of scary. A different game with that. Bandai Namco. It was super massive. Quick, of course, super deal. Yeah. Well, trailer for me, find me. I'm here. Hey, I'm here for it though. I'm gonna watch it. I'm gonna watch it all. Opposing forces get dropped into a Sumerian temple, right? And all sorts of supernatural elements start popping up. А, это через Дискорд. Я до сих пор же в Дискорде Стального Вихря есть. Я, правда, там ничего не читаю. Вы там поигрываете. Я и в Warcraft перестал играть уже. Ну как перестал? Прихожу смотреть контент любого крупного обновления на пару недель, а потом забиваю. Играю в соло все эти годы. 2021 E3 presentation is Bandai Namco presents House of... Так, ладно. E3 эксклюзив. Так, это еще долго было? О, я почти до конца домотал уже. Ну что, Ланкан, рад тебя читать. Через 2 года Lich King Classic не планируешь? Это уже confirmed? Я бы в Личе бы, конечно, позалипал. Блин, Лич, как бы, я тогда даже бы действительно в Warcraft вернулся в Личе поиграть. Либо лучше, конечно, эту старую рану не бередить, тогда я совсем пропаду. Descend into the unknown alone is extremely brave. Or extremely foolish. Brothers in arms, or will it be a case of each man... Стримы по Вову? Да вы все разбежитесь от моих стримов по Вову. You teeter on the edge of an abyss. Your survival depends on the choices you make. They will be as a compass, guiding you through the unknown. Да, смотреть стримы по Вову, наверное, примерно интересно так же, как смотреть, как краска сохнет на стене. One by one, their lights will be snuffed out, unless you can find the means to save them. Trapped beneath the earth. Swallowed by the void. Will you find the path to salvation? Or be lost? Вот какие видеоигры надо играть. Forever. Блин, надо себе все-таки купить все эти Dark Pictures антологию и все-таки ее пройти. Они ж коротенькие совсем. А, сейчас геймплей покажут. Хорошо. We're here at Supermassive to talk about the next game in the Dark Pictures anthology, House of Ashes. Блин, у нее фокус не на ней, она на кресле. Hello. Thank you for joining us. Right, so let's start at the very start. We're going to be talking about House of Ashes for most of the interview, but for those that don't know, tell us about the Dark Pictures anthology. The Dark Pictures is a series of narrative, story-driven, branching horror stories. Each one is standalone. They each tell a different story, completely separated from the others, but within the same universe, so there is connection between them all. House of Ashes is set at the end of the Iraq War in 2003, with links 4,000 years ago that set the story up. So tell us more about the theme and themes, I suppose, within House of Ashes. It starts off with a military unit. They've got some new technology that can look for weapons of mass destruction underground. Ладно, немножко They've identified something in the Zagros Mountains in Iraq. Где моя мышка? Так, поскипаем немножко. Myths and legends, something of his the acclaimed people, he's his own people, and then we more about coming up against. They're not gun. Another one. They're different. Dark.
You scared of Skip. and it's you and some of the others. You're going to play it out, you know, getting ripped and shredded and stuff. And it's not just the deaths. Absolutely terrifying. I'm in. Have you made? Involving Surma really works well in House of Ashes. Lots of the game is set underground, and so these sort of corridors, which are really tight and oppressive. Creepy. Yeah, indeed. So we've had to learn because we guys going to be walking around with weapons, with black darts, going what was like a good positive for you to play the game in your way. Как это не видеоигра? Он шаришься по... So I've got to ask, what was it like working with Ashley? Спасибо за фоллоу. So Ashley was fantastic. Чичито. She researched Rachel. She understood her when she came on the set, which is so refreshing. She knew her inside out. The rest of the cast. Когда там что-нибудь ближайшее у Варкрафта, ну не классического, выйдет? We want you to connect to these characters and understand them as humans. Там будет какой-нибудь апдейт вообще в ритейле, чтобы ворваться? Когда летать разрешат? Или уже разрешили летать? Не, наверное, не разрешили еще пока. To take your mind off the imminent threat. I like that. Dan, thank you so much. This has been really cool to talk about, and I'm sure, you know, I'm excited and terrified. Get into. Dive in the House of Ashes. See how scared you got. Of course, we want to thank Так, House of Ashes мы посмотрели. Осталось только что-то коротенькое, какая-то Yooreka Studio. Yeah, none of that. Jump to things. The interview, you know. A hidden layer of something else that they're. It has to be to do around this big event and just like be a fan. You fit that in. Just someone who's just constantly dreaming and is like completely removed from that scripted, you know, media trained personality that we're referring to here. Then going to part 2, and then throughout the game being like, don't. Человек держит PS5. Подкидывает PS5. 致力于为全世界的中文游戏玩家提供专业、精准、迅速的资讯情报。篝火营地立足于中国，与多家国际一流游戏媒体同行达成正式内容合作关系，源源不断地将最新鲜的游戏资讯第一时间。Это новостной сайт китайский. Latest game press con combines the excitement and announcements of E3 with charity live streams the following week with lots of special guests who are going to help us following. О, я видел этого бородатого на Твиче. Не вот этого, Тимофей, вот этого бородатого на Твиче видел. Он соусы проходит. Он спидранер. Не помню, как его зовут. So join us in June for E3 and Play for All on GameSpot.com. When I was in college, in the early 90s, I was a computer science major at the University of Minnesota. And I loved gaming. I loved computers. You know, I knew I always wanted to do something in gaming, but it wasn't until, you know, I played the very first Doom game, Doom 1. You know, I never even played Wolfenstein before that. But I remember I downloaded Doom 1. It was like my entire life changed. And I was so amazed and surprised and at awe in the fact that there were games like this. And that also let people like us, users, create our own content. And I was in London. Так, ладно. Тим Биллис классный мужик, но что-то я уже устал на это все смотреть. That we had this great vision stuff. One of my favorite from John. Definitely one of my favorite shooters of past. Join us in June for E3. Так, одна и та же реклама. Так, подождите. Это... Weapons and magic at your side, are you ready to command one of the game's 30 characters to become a legend in the land of dark deity? Что было интересно, Nintendo Direct был прикольный, но это все равно не попадание в меня. Так-то это... И шутка Кодамика про карьеру ниндзя, это была лучшая шутка вообще всего E3. Меня порвало нахрен от этой шутки. Так, ну это я, по-моему, видел. Но это хотя бы уже видеоигры. Для E3 уже неплохо. Hey there, I'm Chip Moore, game director for Dark Deity, and it's finally time to reveal the release date.
You may not know this, but Dark Deity is the first game that we've ever worked on, so to be at E3 showing this game is a dream come true. And we thought, what better today? О, даже прямо сейчас available now, можно пойти купить. Load at Steam, so go check it out. And the developer showcases continue here at E3 2021. Now it's time for Yooreka Studio. Так, Yooreka Studio, она будет 15 минут идти. Это что? Hello everyone, welcome to Yooreka Studio's E3 showcase. I'm Daniel. And I'm Stella. Yooreka is a published team which started the business in 2019. So far, we've helped several indie games achieve success in the Chinese market. And today we are here to Они Streets of Rage 4 издавали. of our upcoming titles. There are quite a lot of games here. Let's just get started, and I bet you'll find a new favorite. Я уши уже заложил от того, что... Выглядит симпатично. Такой этот... Blade Runner стайл. Похоже на Анейли, возможно. What happened? I should be dead already. Zishu, you need to find the journalist. What the hell is going on? Seems I'm trapped in some kind of death loop. No, this place is not what it used to be. I need to figure out what is going on. Ну и шуточки у тебя, Фиакур. Further is to get stronger. Ладно, с этим все понятно. SWS is a tactical siege game based on real-world physics. In this game, you can create your own squad and command them in battle. Capture enemy cities, and you will win the war. Ура, стратегия. Что-то типа тапса. If you're a fan of roguelike games, you have to check out Metal Mind and its 100% customizable mecha modification system. Забрал ли контрол в Epic Store? Да, еще зимой забрал за деньги. И прошел даже. Спасибо, что спросил. Прохождение есть на ютубе. Мне понравился контрол, я его даже с DLC прошел. Они что, издают китайские проекты на Worldwide? Набирают? Кстати, вот наконец-то Геншин бесплатный разбор. Это какая-то шутка от эпиков, потому что Геншин же он и так бесплатный. Поясните мне за эту раздачу. Играть, конечно, в Геншин я не буду, даже бесплатно его забирать не буду. Так, ладно, все с этим понятно.
development sim game. You will play as a local god that watches over the land. Befriend other gods and use magic. Так, поясните мне за Геншин, за раздачу Геншина в эпике. В чем смысл ее забирать именно в EGS, если это бесплатная игра? Так, это про трудовые будни китайских людей. Let's check out another simulation game. Reshaping Mars is a strategy game where players construct and manage their bases on Mars. Your goal is to modify the planet into a Ура, стратегии гексагональные. Ну, у Геншина же всегда был свой ланчер, по-моему. То есть ты даже, наверное, если его скачаешь где-нибудь в EGS, он тебе запустится ланчер и будет качать отдельно все это безобразие, может быть. Котик у него сидит. Мне уши заложило. Our detective game. You will play as a detective who defeats enemies with wit and a super tongue. Crack the case and bring justice to Это типа это раздача для аудитории Fortnite, чтобы они поняли, что есть еще другая видеоигра. Looking forward to these games. We'd like to thank our talented developers for bringing Twitter account. a good time. Интересно у них, конечно, берут китайские никому неизвестные проекты, приносят их на Worldwide. Это тоже вполне себе понятная бизнес-модель. Thank you to Razer, E3 stage. Buying it. About you pick that up, Slim, and because we're trying to get the feel on. Perspecting up this game, big Yooreka and the GameSpot showcase we're about to do some of the. What I like about. Сейчас должен быть GameSpot, и я вас уже отпущу. Так. О, The Mix. Вот здесь должны быть инди-игры. Здесь, наверное, должно быть интересно. Hey everyone, I'm Timur Hussain, managing editor of GameSpot.com, and it's my pleasure to welcome you to the Play for All showcase, brought to you by GameSpot and The Mix. In this showcase, we're going to be highlighting developers that represent the bright future of video games, boosting awareness for games and teams that haven't had as much visibility as they deserve. More importantly, we're highlighting games and teams that encourage inclusivity, tolerance, and togetherness at their core. All the games in this showcase are made by a diverse set of creators that have important stories to tell. These are all games that made us think, smile, get excited about, and feel good about what games have to offer. And we hope you feel the same way too. What is poppin', everyone? My name is Justin Woodward, co-founder of The Mix, the Media Indie Exchange, and the independent game development team in Terabang Entertainment. You guys may not know, but The Mix and GameSpot have teamed up for over 5 years now during E3 to showcase some of the most interesting indie titles that have graced our screens, with interviews and trailers from developers from all over the world. This showcase is no exception. To the sentiment that Timur expressed, our goal is to really shed light on some gems hidden or otherwise that you may not have had the honor of checking out. So with that, let's get started with some up and coming game trailers and hop into our first interview with Zalaver Nelson, who will dive into his new game, El Paso Elsewhere. Let's hit it. El Paso Elsewhere. Да, ты его мог видеть, я же миксы постоянно стримлю. Это один из моих любимых ивентов. Мы его спонсируем из года в год. Наверное, вот The Mix, наверное, и все их ивенты, там Gorilla Collective и прочее, самые интересные подборки инди-проектов.
Раза 3-4 в год, по-моему, они его делают. Следующий будет осенью, в октябре. Нет, это уже не Yooreka Games, это уже... Вообще должен быть GameSpot. Да, это GameSpot, который вместе с Миксом делает шоу-кейс по инди-играм. Не, я не буду ничего гонять, я буду просто скипать периодически. Я просто иногда залипаю, я уже подустал. За все это время. Ой. Видите. Ладно, с этим понятно все. Бирбоум. Хреново, что они так, конечно, в самый конец E3 запихнули. Никто до этого не дожил. А то, знаете, какую красоту показывают. Жесть какая. Майнс Бениса. О, он в маске от Razer, смотрите. Вот это product placement. What the fuck? Кола дерется с Пепси. Прям его в пачку фигачит. Жесть какая. О, где вы такое увидите вообще? Блин, очень круто. Я представляю, как идея на этапе питча выглядела. Типа, давайте сделаем... я даже не знаю, это не совсем файтинг, но это больше даже на слэшер похоже. Супер Дринк Брос вообще. Но вместо игроков у нас будут банки из-под... брендированных продуктов. А может быть, мы какой-нибудь компании продадим рекламу. Интересно, здесь действительно показывают игры, которых не было на других ивентах. Я что-то эту игру не помню. Где ты это видел по чпорту? Либо я в этот момент отключился. Было на горилле? Я мог действительно отключиться. Ну ладно, еще раз посмотрим. I'm in a two-story motel in El Paso, Texas that gained another 46 stories yesterday, all below ground. It's extremely haunted. Так, что это? Графика на Макса Пейна второго похожа. Такие вайбы.
А, ну да, и даже это из двух рук. А, и даже есть прыжок в слоумо, ну понятно. Он должен в конце трейлера написать от фаната Макса Пейна. Would you believe that this is a love story? El Paso elsewhere. Okay. I love a person who respects the classics, and we have Xalavier Nelson Jr., director on El Paso Elsewhere, rocking a Toe Jam and Earl t-shirt. How you doing, Xalavier? Tell us about your t-shirt. The developer of Toe Jam and Earl gave it to me. I had the fortune of meeting him. He was like, "Do you want a t-shirt?" I was like, "Absolutely." And El Maxa Painware. Неплохо. one of the most treasured things that I put on my body. All right, Xalavier. We're not here to flex. We're here to talk about your new game, El Paso Elsewhere. Which is itself a flex. Which is a huge flex. Like, I'm making a game and I've got a Toe Jam and Elsewhere t-shirt. Ладно, хорошо. Скипуем. Пачпарту там нервничает, надо скипать. Если Пачпарту нервничает, это вообще пипец. Not to get too jacked these days. Be rage just but more in bloody fat hoping our freedom of that air. Feeling of zero property on understand Russian system if you more of Since Xalavier's team take on the genre, develop a game dashers, develop. Что мне Пачпарту сделает? Я же в другом городе, в другой стране. Я специально подальше уехал. Я Пачпарту достать не мог. Так, ладно, с этим все понятно. In the Так, past, это... I worked on series and political games like Headliner about fake news and its effect on society. А, это игра про облачко, я помню. Both mentally and emotionally. I really needed a break, something that would be silly, colorful, and gameplay focused. Hi, my name is Jakub, and I would like to tell you about our game. What the? What's a better idea than a game where you play as a little cloud and ruin everything? Вот это стиль комедии Bringing вообще. our protagonist to being a cloud was an interesting design challenge that actually spurred a lot of innovation. Sure, we can rely on weather powers like rain, snow, or tornado. What about different rain modes? What if you could rain acid rain and corrode vehicles? What about raining oil and propagating fire? What about raining coffee into mugs of tired office workers? And then we realized, why limit ourselves to liquids? Why not rain bread that attracts pigeons or hands that can pet Капец, он dogs? вообще пошел во все тяжкие. Go on an epic adventure, solving quests and exploring dungeons. What if other games got invaded by the cloud? What if you were sneaking through a compound a la Metal Gear Solid? Or maybe Silent Hill, but you're the monster. Forcing ourselves to be a cloud give birth to many unusual, if hilarious ways of subverting player expectations. Always expect the unexpected. Rain in Your Parade is out now. О, он даже вышел. Класс. I remember what I can. Так. Sometimes it's difficult. But when I do remember, А, я помню эту игру. everything. The colors, the sounds, oh, the words. Words are how I collect my memories. Это игры для моей пенсии. I'm still me. I must hold them close. Игры про тебя. Спираль. Так. Ocean Drive
Studio. Tactical turn-based RPG. Тоже какой-то азиатский проект, который до нас добрался. Судя по иероглифам, это корейский. Ох, тяжело будет, когда эту плотину китайскую прорвет. Да, проекты будут спокойно выходить worldwide. Lost Eidolons. Есть демка. Так, ну это я помню. Это надо варить всякое. Это уже показывали. Cooking is a comforting to give you win more. And Love for tell us. like really direct cooking game over one, but it's cooking itself. And all that From Hanaba email and thing is when you're like, but we're not gonna. It's like we need different. So mean about needs Asia don't freeze but present development and play. We are like then big game over which like it's one domain us also have to then where that there is, but let's make it on the Development to you. It's always for finding us. Never others will be tested back. Check out the trailers and we will be right back. Tandem Tales of Shadows. Так, я ее помню. Где надо то медведем, то девочкой играть. Ну такой в стиле Алисы. Ну это, конечно, смерть мозгам. Это получается пазл-платформер. Здорово, медведь. Трейлер хороший. Показывают геймплей. Понятно, что в игре делать. Резко принимаешь решение, покупать или нет. Relax your mind and soul on one of our breathtaking beaches, or stimulate your adventurous side with exciting activities found all over the island. The Aloha spirit will leave its mark on you and keep you coming again. Это что за Far Cry? Get ready for an unforgettable experience that is sure to bring you peace, serenity, and plenty of magical memories. Lahaina, the destination of a lifetime. Ничего не понял. I will now gauge your interest in multiplayer. Лабораторная крыса. Multiplayer experience. I am helping. We are doing this together. Ух ты, это ж Сакабан. People bond by doing activity. I'm Gwen Frey, and this is Labrat. Good. You have unlocked a new puzzle. Begin the next puzzle. Good work. Here is your achievement. You are a tester. Your job is to evaluate a puzzle game that is being crafted by this artificial intelligence. I am giving you control of your very own gun. Please be responsible. Жесть. Unfortunately, the AI has gained access to more data than we anticipated, and it seems to be generating new games based on whatever it finds. The place where you live is dark and full of crimes. What are we going to do?
There are so many guns. You have nothing. Ну, здесь все понятно. Это эволюция сокобанов. Так, следующий. Палмол. Grab some friends and head down to Watersons, where you can shop till you drop with the best deals in town. Боже. Это очень тяжело смотреть. Indie games of the game an interest. RPG would be fun to figure out. Just overall, you know, the question something fair. You know, I'm honoring your game, my development. On one hand, like or norm, you know, sometime I would or if they would think so. I just had a hell of a first like actually to like squad. It's fun games and have like a pay so yeah, because out it's progress there in industry. Yeah, so one talk is really aiming for to be young. Так. Я заинтригован. Ох ты ж, боже мой. Мы с Тамарой ходим парой, мы с Тамарой санитары. Звук очень странный. Дерпи Конго. Ух ты, еще один сокобан. Помотали. Where do I even start? Well, it's a vibrant, neon-lit point-and-click adventure game set in a future Singapore in the year 2032. It's a dark world inspired by hard-boiled detective films, novels. But out of all of our sources of inspiration, one towers above all. The classic Where in the World is Carmen Sandiego games of the late 80s and 90s. And these were the games that inspired Chinatown's most important gameplay mechanic, real research. As you play the role of Amira Dharma, an ex-cop and Interpol officer, you'll encounter cases with puzzles that will require you to literally look beyond the game for answers. That's right, you're going to have to consult Google to find the answers to the puzzles that cover a range of topics in history, art, science, and cryptography. These cases вот это прям вообще очень нечестно по отношению к игроку. Чтобы найти решение пазла, надо гуглить. Это ж, блин, даже вырывание из контекста. Арт приятный, конечно. And on Nintendo Switch. Blind Fate. А почему он сквозь машины ходит? Так, ну понятно, это еще один азиатский проект. Ничего против азиатских проектов не имею, но... Really even transport model in like TF so Asians media in actually and those things let's try like so stuff
Да, в итоге я просто нагуглю гайд, это правда, действительно. Через неделю будет полное прохождение, и человек, который будет гуглить не факт, а название игры и этот факт, и сразу же найдет прохождение. Пиво сварить. Брюмастер. Блин, пиво захотелось. Что ж вы делаете? Целая пивоварня. What the duck? Ой. Ладно. Погнали дальше. Вот это пепелац. О, я помню эту по гифкам в Твиттере. Но еще только на ранней стадии помню. Неужели они что-то из этого сделали играбельное? Даунскейпер. Waking Oni. Она уже полгода как доступна в раннем доступе. Ничего себе. Вот это время летит. Ой. Жесть. Dreaming of relaxing in a man catching higher in the also is bunch of comment and you talk about where they're in like a game in the look like are in a game. I see that way the trend really then make it be ending AdSense those on and see them here in full story the resources. You know, there's a lot of other simulator that off pop trade and show it should all for joining the changer. Так, это конец. Все. Ура, наверное, дальше уже ничего не будет. Ну, типа еще час, но... Так, ладно, дальше покликаем. Здесь говорящие головы. With Jackie, that was a shocking winner, though. It was, but one of the reasons I think it's shocking, but when you're right, oh, that and the ladies, everyone, #1 podcast media back here too. Thank you. Все прощаются, все радуются, и мы тоже радуемся. Наконец-то E3 от нас уходит, но не совсем еще. Сегодня тоже должен быть какой-то Nakon Connect и от Electronic Arts Play Live. Там, наверное, будет сидеть Snoop Dogg и играть в Battlefield, если там не будет Snoop Dogg. И времени этого ивента тоже нет никакого. Пока. EA Play Live. Ну-ка. Да. Это будет... извините, это еще только 22-го будет. Завтра еще Xbox Games Showcase Extended. Ну, короче... Это да, я перепутал. Это будет 22, я не посмотрел, 22 июля. Ну, там, видимо, Battlefield будут продвигать и все такое. Ладно, спасибо, что составили компанию. В голове пока много информационного шума, но мы, наверное, в ближайшее время будем продолжать следить за проектами, которые здесь увидели на всем E3. А так, вполне себе отличный ивент раз в году.
впихнуть в себя кучу трейлеров. Спасибо всем и тебе, сам бы не посмотрел один это. Ну да, я, собственно, и хочу людям показывать это немножко на перемотке, делиться какими-то небольшими впечатлениями, не только зевать на камеру. Вот. А сейчас я уже прямо устал, что-то прямо надо пойти покушать. Да, жирный промо-пакет в год. Не, ну, можно трейлеры смотреть, но трейлер же это не совсем интересно. Прям, а когда когда это оборачивают в упаковку ивента, это лучше заходит. Да, пора идти кушать, уже 2:30 и работать. Все, давайте. Вечером заходите. Будет то, что будет. Либо Demon's Souls, либо я подумаю. Что-то я устал от Demon's Souls, надо небольшой перерыв сделать. А может и нет. Посмотрим, ближе к вечеру определюсь. Все, всем пока.